So the goal in the Waterfront Toronto is to win the worldwide award in 2016, #1 Intelligent Community of the Year. И цель нашего проекта — это в 2016 году выиграть соревнования по самому продвинутому в мире интеллектуальному сообществу. Last year already we became top 7, so one of the final top 7 in the annual competition based out of New York. В прошлом году нам уже удалось войти в семерку самых лучших интеллектуальных территорий. So that's how we did the Waterfront Toronto, and that's what it's going to look like. And just to go over all these phrases, we have smart cities, green cities, living cities, and intelligent communities. И это то, что мы сделали в городе Торонто в рамках нашего проекта. Честно, мне хотелось поговорить немного о тех терминах, которые использовались во время презентации, и разнице между ними. I'm going to say a little more about smart cities in a minute, but sometimes versions of smart cities and intelligent communities really mean the same thing. You know, social, economic, and environmental terms. Понятие «умные города» и интеллектуальные сообщества, интеллектуальные территории очень часто используются как синонимы, потому что они, другой термин означает акцент на экономической составляющей, на социальной составляющей и на развитие окружающей среды. It doesn't see too well here, but sometimes people think if we automate the traffic lights, we have a smart city. Очень часто люди думают, что если они сделали умные светофоры, то значит у них умный город. Basically, all you have is automated traffic lights. You don't have a smart city. Но на самом деле все, что у вас есть, это умные светофоры, но не умный город. And so, some cities, automate traffic, automate some environmental thing, automate some retail, but they're not connected. И очень часто мы видим такую ситуацию, что в умных городах автоматизированы некоторые аспекты, некоторые функции в жизни этого города, но они между собой не взаимосвязаны. And this is what we did starting in the late 1950s, 60 years ago, when we started to use computers. И это именно то, что мы делали в 50 лет назад, когда мы начали использовать компьютеры. We used computers in business and in government. Мы использовали компьютеры в правительстве и в бизнесе. But we automated particular things like inventory, production, accounting. Но при этом автоматизированы были только отдельные сферы бизнеса, такие как бухгалтерский учет, контроль за производством. And that was okay because we justified it on reducing people or maybe improving productivity. И это нормально, потому что мы оправдывали это тем, что мы сокращали издержки, сокращали затраты на персонал. But it took 30 years before somebody said, well, why don't we consider our strategic goals, and when we design our computer systems, let's design them so they help us achieve our strategic strategies as well as just automating functions. И ушло 30 лет на то, чтобы кто-то предложил идею сделать так, чтобы те функции, которые автоматизировались, эти процессы проходили не отдельно от общей стратегии, а делалось так, чтобы автоматизация играла в результате на достижение общих стратегических целей компании. So we've sort of started maybe 15 years ago saying, oh, let's create the smart city, but we're doing the same thing we did in business early. We're just automating particular things. И когда мы начали создавать умные города, то мы начали использовать такой же подход. Мы стали автоматизировать отдельные функции.
So we call that Smart City 1.0. И мы называем такие города, как умные города 1.0. But now we should be doing it like we did in business after 30 years, and that is to create an overall strategy and connect everything and then do these things. Сейчас у нас подход другой. Это все решения, они должны быть скоординированы и связаны с общей стратегией развития этой территории, и они должны быть взаимосвязаны. And we call that getting strategic community alignment. И мы называем такой подход стратегической сферой выравнивания. And I'm a member of the international jury for the Intelligent Community Forum in New York, when we select the Intelligent Community of the Year, and we look to see if they have an overall strategy and then start to automate. И я вхожу в состав совета, который оценивает проекты, поданные на конкурс по интеллектуальным территориям. Этот совет находится в Нью-Йорке, и мы уделяем очень большое значение тому, как взаимосвязаны между собой элементы и насколько они обусловлены стратегией. And this is the kind of Smart City 2.0 or intelligent community that will attract jobs, attract investment, and achieve the things that we are doing on the waterfront and that all cities can do if they do it in a coordinated manner. И здесь мы уже говорим о следующем этапе умных городов или интеллектуальных территорий 2. Good. So that's the end of the presentation. I hope you enjoyed it, and but I'm happy to take any questions. На этом я заканчиваю свою презентацию. Надеюсь, она вам понравилась, и буду рад ответить на ваши вопросы. Можно вопрос? По последнему слайду, как пересекаются между собой подсистемы интеллектуального сообщества? Referring to your last slide, how are the elements or subsystems of intellectual community intercross or? Yeah. So, for example, if you have some environmental goals and traffic goals, then you can, by automating your traffic lights effectively, you may improve your traffic flow, which does give you some environmental benefits as well. And if you start to think about it all within an overall framework, even on the transit traffic kinds of things, you can have an impact on fire and safety. You can have an impact on some kinds of health emergency services, and you can consider how they all impact each other and help each other. Same thing with education services. Давайте посмотрим на примере дорожного движения. Если вы устанавливаете умные светофоры, то вы таким образом сокращаете путь или то время, которое в пути проходит автомобиль. Таким образом, это позитивно влияет на окружающую среду, потому что меньше выхлопных газов. При этом можно подумать о том, что это создает дополнительные преимущества для социальных служб, таких, например, как доставка пациентов или как быстро скорая помощь приезжает к пациентам. И таким образом вы выстраиваете это в систему, взаимосвязанную со всеми остальными аспектами жизни города. Если говорить о образовании, то там можно выстроить такие же взаимосвязи. The other thing, if you want to have a lot of innovation, like innovation district, and get people, creative people to come to your community, then the kind of bandwidth you put into their home so that they can connect with the innovation center, even working from home, gives you a more integrated community. Если, например, вы создаете такое вот пространство, куда строятся такие дома, и на эту территорию приезжают жить люди, то вы можете
сделать так, чтобы они из своего дома могли связаться с инновационным центром, и таким образом сообщество становится более интегрированным. Еще вопросы? Еще у меня вопрос к первой части вашего выступления, когда вы рассказывали о «Умном городе», где использовалась очистка дождевых вод. Скажите, пожалуйста, используется только ультрафиолетовая очистка или, может быть, предусмотрена еще механическая? И что происходит с этой системой, если климатические условия нарушаются, у вас засуха и нет реки? The question refers to the system which cleans the water, purifies it. What do you use only special light, this ultraviolet violet light, or do you also use mechanical treatment? And the second question is, and what happens if you have some change in climate and you have a drought, for example? Yeah, good question. Хороший вопрос. So the first question is on the cleaning. Yes, we have first mechanical cleaning, get rid of big things. Сначала механическое для того, чтобы избавиться от Remember больших вещей. when the water went over to the right hand, that's where we did mechanical, and then underground to ultraviolet. Да, справа вот была большая установка на картинке, там как раз мы делаем механическую очистку, а потом уже ультрафиолетовыми лучами. And the second part was when we have a drought, no rain, what happens? In our case, we pump the water out of the lake, so we clean the lake. А второе, это мы просто, если у нас засуха, то мы просто откачиваем воду из озера, прогоняем ее через эту систему, чтобы сохраниться фонтаны и все остальное, что там расположено. И таким образом мы тоже делаем хорошо, потому что мы очищаем воду из озера. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы запустили процесс стратегирования города и как он сейчас происходит, да? То есть как привлекаются сообщества, есть какая-то системность в этом вопросе? Вы просто говорили о том, что весь город у вас направлен в одну стратегию. Вот как вы пришли к этой стратегии и как она сейчас происходит процессно, регулярно? So the question is, how did you launch this strategic process in the city, and how is it? How do you reach sustainability in this project? That it is happening as a process, and how do you keep the level of citizens' involvement in decision making and Good participation? question. Yeah, and very important as well to keep the neighboring citizens and other people involved. Очень важно поддерживать и достигать вовлечения горожан в решение таких вопросов. And let me say that some smart city initiatives forget to keep the neighbors involved. И я хочу сказать, что это вот, тот вопрос, в котором очень часто происходит такая ситуация, что забывают или оставляют без должного внимания этот вопрос и не вовлекают горожан на постоянной основе в принятие решений. So, for example, it's no secret, when they started the Skolkovo project in Moscow, they forgot to talk to the neighbors. Например, это не секрет, когда был инициирован проект Сколково в Москве, то они забыли поговорить, пообщаться с жителями, которые живут на данной территории. So it was like a bunch of technical people saying, oh, we're going to create this smart area, and they just focused on the area. И произошло это таким, выглядит это так, что несколько технически продвинутых людей просто решили создать там такое инновационное пространство, как будто оно изолировано от остальной территории. So, as far as the neighbors were concerned, this was a bad idea, because now you've got big trucks going through the neighborhood and things like that. И с точки зрения жителей ближайших районов, то получается такая ситуация, что они не в восторге от этой идеи, потому что сейчас грузовики тяжелые через их место проживания, ну, рядом с их домами проезжают. So with Waterfront Toronto, we have won awards
for community collaboration. Что касается нашего проекта, то мы выиграли одну из наград как раз за то, что мы вовлекаем в обсуждение всех стратегических вопросов горожан. And these collaboration centers, we have collaboration evenings all the time. And when we started Waterfront Toronto back in 2003, neighbors were all mad. И у нас есть такие вечера, которые мы посвящаем таким встречам с горожанами. И следует сказать, что когда мы только начали этот проект в 2003 году, то жители были просто очень сильно недовольны. Because they viewed Waterfront Toronto as a government, and governments are bad, they thought, and governments will not listen. Потому что они смотрели на этот проект как на правительственный проект, как на проект, инициированный властями. Отношение такое, что то, что делает власть, это плохо, потому что власть не слушает горожан. So we would bring new design ideas to the collaboration, and they would, no good. But then we would take it back, make changes, come again, and after 4 years, they are very supportive. И вот на таких встречах мы представляли дизайнерские решения тех или иных проектов, здания, и они, например, говорили, что нам не нравится, и тогда мы брали проект на доработку, учитывали какие-то их пожелания, замечания, и через 4 года мы добились очень хороших результатов в поддержке населения данного проекта. And one example is we got a new mayor 2 years ago. You may have heard of our mayor in Toronto. И как пример, 2 года назад у нас был избран новый мэр. Вы, наверное, слышали о нашем мэре. He's been accused of, and he has admitted, he smokes crack, he drinks cocaine, he's a bad guy. И он у нас на самом деле плохой парень, потому что он курит марихуану, употребляет другие наркотики. So the American comedy guys at night, every night, they talk about Toronto and the Toronto mayor. И даже по американскому телевидению на разных комедийных шоу постоянно каждый вечер можно услышать шутки по поводу нашего мэра. Anyway, when he was first elected, he wanted to change Waterfront Toronto. All the citizens rose up and said, "Do not touch Waterfront Toronto." И 2 года назад, когда он был избран, то он заявил, что хочет изменить этот проект, эту территорию, и была очень такая мощная волна негодования со стороны горожан, которые призывали к тому, чтобы оставить этот проект таким, какой он есть. And you asked, your final question was, how do you sustain that collaboration? И ваш второй вопрос, как вы поддерживаете это участие? So Waterfront Toronto is like a separate organization. As I said, 3 governments own equal share, 1/3 each. Этот проект 3 ветвей власти, о которых я говорила в начале лекции, и каждая из ветвей владеет третью этой территории. It has its own board of directors and chairman of the board. У этого проекта есть совет директоров с президентом. And then it hires a president and CEO. С председателем совета директоров, который нанимает президента. And there's a staff of about 70 people in Waterfront Toronto. И штат этого проекта составляет 70 человек. Planners, urban designers, construction coordinators. Они все происходят из разных сфер знаний и профессиональных областей. And so this staff maintains the collaboration and regularly schedules collaboration sessions with the neighbors and the citizens. И вот этот совет, он обеспечивает регулярное общение, взаимодействие тех, кто реализует проект, с жителями этого региона. Great. Any other questions? Можно еще дополнить этот вопрос? 2016 год. Интеллектуальное сообщество проекта должно получить какое-то признание. Какого уровня это мероприятие, событие? Это
правительство будет оценивать, либо это Some comments about this award which you plan to achieve in 2016. Just Yeah. some information. What kind of competition is it? So the question was about the award for the Intelligent Community of the Year. So the Intelligent Community Forum is in New York. Anybody wants the website, it's just intelligentcommunity.org. And it every year has a competition. And so in September of every year, any city or town who wants to compete to be Intelligent Community of the Year, the award is in the following June. So you send the application in. In October, they pick the top 21 cities. They call that the smart cities. Попросили подробнее рассказать о том конкурсе, в котором мы хотим выиграть в 2016 году. Это есть такой фонд, который называется интеллектуальные территории, фонд интеллектуальных территорий, он находится в Нью-Йорке. В сентябре каждого года проходит конкурс, на который присылают заявки города, которые хотят выиграть. Комитет производит отбор и в октябре выбирает лучшие 21 проект. And then in January of every year, they reduce the 21 down to the top 7. И в январе следующего года они сокращают этот список до 7 человек, And then 7 городов. in June, they announce the winner. И в июне они объявляют победителя. And in between, there's a lot of assessment and judgment, and you have to fill in a lot of information. И в середине между вот этими датами происходит очень много мероприятий по оценке, по анализу, и запрашивается информация, которую предоставляет территория, заявившаяся на конкурс. Это очень серьезный, глубокий процесс. And there's a university that does some analytical assessment, and then we have an international jury, and then the founders of Intelligent Community Forum actually go and visit the cities. Потом у нас есть университет вовлечен, который тоже оценивает процедуру эту, участвует в отборе. Потом у нас есть международный совет экспертов, который участвует также в оценке городов, которые участвуют в конкурсе. И потом представители совета приезжают и посещают эти города. Well, maybe just 2 more questions, and then we'll cut it. If anybody wants to ask other questions after that, I can just talk to them. Yes, at the back. Уильям, я знаю, что вы основали, вернее, Центр развития умных городов России. Он работает или нет? И Уильям, you are one of the founders of the Center of Development of the Smart Cities of Russia. Is it still there? Oh, the Ernest&Young Smart City Center? Yeah. In Russia? Yeah. So the question was, so I'm with Ernest&Young, and we created the Center for Smart City Innovation. And the question was, is it still running? And the answer is the focus of that center is a whole lot of international partnerships. And yes, those partnerships are still there. And in fact, we're doing some work not only in Russia, but in Kazakhstan now. Да, центр работает, мы его создали совместно с компанией Ernest&Young. И одна из основных его целей – это создание партнерств. И он также осуществляет деятельность на территории Казахстана. Yes. Сколько рыночная стоимость квадратного метра жилых и общественных зданий? И какова стоимость эксплуатации одного квадратного метра для населения? So what is the cost of 1 square meter of residential building in this project and of business for office space? Right.
And also, so the cost to, I think, чтобы купить рыночные цены. Yeah, market cost, first one. And the second one is how expensive is it in exploitation when you use it? Maintenance. Oh, yeah, okay. So there's a big range because we have what we call affordable housing. Здесь есть определенный разброс цен, потому что у нас есть, так сказать, бюджетное жилье. Like subsidized housing. Оно субсидируется. Yeah. So to buy our buildings, are like a residential place. Let me convert. I'm in square feet. So I'll go to square feet. So we're about $500 to $1,000 per square foot to buy. То есть от 500 до $1000 за квадратный. So $50 to $100 per square meter. То есть это от 50 до $100 за квадратный метр. Yeah, yeah. And when you buy, if it's like a condominium, so it's 1000. So it's 50 to 100,000. per square meter. Sorry. 50,000. No, $50 to $100 Всё per правильно. square meter to buy it. Да, Yeah, от 50 до 100 Sorry. долларов. Okay, yeah. Я настолько Maintenance удивленная, думаю, что varies all over the place. Could be anywhere from $500 a month to $1,000 a month for taxes and maintenance and condo fees. От 500 до $1000 в месяц. Это от 50 до $100 в месяц на коммунальные платежи, на налоги. Yeah. А 500 тысяч это стоимость квадратного метра. Рыночная. 50. Ну, купить. 500? Ну, не может. Нет, 500 и 1000 А, это 500 и купить, 1000. а 50-100 это коммунальные платежи и налоги. Дорогое удовольствие. Oh, geez, we have two more. Okay, last two. Yeah. Вы сказали как-то, что очень много собственников, которые находятся на этой территории, но территория достаточно обширная. Все собственники были инициаторами этого проекта. Вот именно стимуляция всего этого проекта, каким образом она вообще? То есть все ли были согласны с инициированием этого проекта? Потому что территория большая и очень So it is a very big territory. And in the beginning we saw that there were many businesses located there, many stakeholders who perhaps were interested in this territory running as it used to be before the project. So how did you stimulate them to support this project? How did you involve them? Did they support it or not? So, yeah. So the with some people they didn't support it, but they were either on government land, renting the land. There's some people that own land. If they own the land, then they can redevelop their part. But most of it is government land, and they had rental agreements, and at the end of the rental agreement they had to move. Большая часть этой земли, она была в правительственном собственности, и те бизнесы, которые им пользовались, и люди, они пользовались на условиях аренды. Поэтому, как только эта аренда заканчивалась, то они покидали эту территорию, и она использовалась уже для развития. Также там было небольшое количество собственников этой земли. Им было предложено участвовать в этом проекте и в соответствии с целями этого проекта также переформатировать, развить свою вот эту территорию. Sorry, that was down there. Меня зовут Владимир, у меня два вопроса, можно я задам?
по очереди. Ладно. So my name is Vladimir, and I will ask 2 short questions one by one. Okay. Создание умных городов зависит от многих факторов, и есть некоторые ограничивающие факторы. Один фактор, который мы никогда не сможем перепрыгнуть и игнорировать, это экологический. So when you create a smart city, there are some limitations here, and there is one type of limitation you can never overcome, and that is ecological. Думаю, что картина за окном в Торонто отличается от того, что мы наблюдаем в Тольятти. Были ли у вас проекты, связанные с городами в более суровых климатических условиях? And the picture when you look out of the window in Tольятти differs much from what you see in Toronto, because we have more severe climate here. Climate is same. Ну, на самом деле по климату у нас примерно то же самое. Toronto right now minus 25. В Торонто сейчас минус 25. Okay. Yeah. And what about other cities, smart cities in severe weather conditions? Yeah. So every city is different. То есть все города разные. So my point is, you create a strategy and priorities based on your city, right? И стратегии и приоритеты, они устанавливаются по конкретным городам. But one of the goals of creating the smart city is your city has to compete against other cities economically. Но одно нельзя забывать, это то, что ваш город должен с экономической точки зрения конкурировать с другими городами. So, for example, Kazan is developing smart city ideas right now. Например, Казань в настоящий момент развивает идеи умных городов. And so you need to here, and you are doing this, think about, okay, how can we create some new ideas and new things that build on our capability? I mean, you have some beautiful land here. You've got lots of water. You can create some gorgeous areas, and you already have. И, соответственно, вы в Тольятти можете тоже так же думать, а что мы можем сделать, основываясь на тех возможностях, тех ресурсах, которые есть у нас в городе. У вас великолепная территория, здесь очень красивая, можно очень много всего хорошего и интересного с ней сделать. And, you know, Singapore is on the equator. Other cities are, Oulu in Finland is a top 7 city, so they have very cold weather. So you build on your own natural assets, and then you do other things like broadband. But each strategy has to be a bit different. И мы видим большой разброс в умных городах, которые расположены, как Сингапур, например, на экваторе, или как финский город, what is the name of the Finnish city? Oulu. Улу, который располагается в очень тяжелых климатических условиях, в условиях холодной зимы, и при этом он входит в 7 самых удачных проектов в области интеллектуальных территорий. Okay, thank you. Oh, sorry. And what is the purpose of your visit to Tольятти? Well, I'll tell you. Tольятти had a forum in November. Конечно, расскажу. В Тольятти в ноябре был форум. And they invited me to be a speaker in November. И в ноябре я должен был выступать на этом форуме. I could not come in November because of other commitments. Но, к сожалению, у меня были другие обязательства, я не смог приехать в ноябре. So I said I would come later to see the mayor and other people, and I came today. И поэтому я пообещал, что приеду позже, чтобы встретиться с мэром и с другими заинтересованными лицами города. И вот поэтому я приехал сегодня.
And Ernest&Young has a big office here and has for many years. And we work with the city, we work with many industries. And so anyway, I had a great meeting this morning with the mayor and others, because as you know, there's some planning for doing some smart city ideas here. И компания Ernest&Young работает в городе Тольятти уже много лет, реализуя определенное число очень интересных проектов. И сегодня у меня были встречи, на которых обсуждались умные идеи для города Тольятти. Okay, I think we should wrap it, but we can talk after because other people may want to leave. But thank you very much, and it's been a real pleasure to see everybody. Я так думаю, на этом основную презентацию я сейчас закончу. Спасибо вам большое, удовольствие было выступать перед вами с лекцией. А те, у кого остались вопросы, вы можете остаться и задать их в индивидуальном порядке.